Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом морковного печенья с орехами. Я в тесто добавляю грецкие орехи. Вы же можете использовать любые орехи по вашему вкусу. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Морковь натираю на мелкой терке. Вес очищенной моркови 130 грамм. Натертую морковь перекладываю в миску. У меня морковь не очень сочная, поэтому я ее не отжимаю. Если ваша морковь дала много сока, то ее нужно отжать. Добавляю к моркови 50 грамм кукурузного крахмала. Если у вас нет кукурузного крахмала, то можете использовать картофельный. Крахмал я предварительно просеяла и хорошо все перемешиваю, чтобы каждый кусочек моркови был покрыт крахмалом. Здесь у меня 260 грамм заранее просеянной пшеничной муки. Добавляю в нее 1/3 чайной ложки соды. Соду можете заменить 1 чайной ложкой разрыхлителя. И все хорошо перемешиваю. Добавляю щепотку соли, 10 грамм ванильного сахара или ванилина по вкусу, 60 грамм заранее просеянной сахарной пудры и перемешиваю до соединения всех ингредиентов. Сухие ингредиенты добавляю в морковь и хорошо перемешиваю до однородности. Добавляю 2 столовые ложки грецких орехов. Орехи я заранее поджарила и измельчила в блендере. Орехи могут быть любыми, по вашему вкусу. Хорошо перемешиваю, чтобы орехи равномерно распределились в будущем тесте. Добавляю 100 грамм сметаны жирностью 15%. Это 3 столовые ложки. Жирность сметаны по вкусу. Сметана должна быть комнатной температуры. И добавляю 80 мл растительного масла без запаха. У меня это подсолнечное масло. Все перемешиваю лопаткой. Тесто должно собраться в комок. Затем тесто мешу руками. Сильно долго месить не нужно. Тесто должно получиться мягким, гладким и однородным. Заворачиваю тесто в пищевую пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Коврик посыпаю мукой и выкладываю тесто. Тесто тоже притрушиваю мукой. Чтобы мне было проще работать, делю тесто на 2 части. Часть теста собираю в комок и убираю под пленку. А с этим куском буду работать. Немного теста обминаю. Притрушиваю мукой тесто и скалку. И раскатываю в пласт толщиной примерно 5 мм. Формочки для печенья опускаю в муку и вырезаю печенье. Можете использовать стакан или просто нарезать тесто ножом на полосы или квадраты. Заготовки печенья перекладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. И отправляю выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз на средний уровень. Примерно на 15-20 минут, в зависимости от вашей духовки. Готовому печенью даю остыть при комнатной температуре. Со вторым куском теста всю процедуру повторяю.
Печеньки вырезаю другими формочками. У меня получилось 3 противня печенья. Мое печенье в среднем выпекалось 17 минут. Так как я хочу покрыть печенье шоколадной глазурью, убираю его в холодильник, чтобы оно охладилось. Вы можете шоколадной глазурью печенье не покрывать, а, например, посыпать сахарной пудрой. Теперь готовлю шоколадную глазурь. У меня 110 грамм белого шоколада с карамелью. Содержание твердого какао 30,4%. Шоколад можно использовать любой – горький, темный или молочный, по вашему вкусу. Я растапливаю шоколад на паровой бане. В растопленный шоколад добавляю 1 столовую ложку растительного масла без запаха, у меня это подсолнечное масло, и перемешиваю до однородности. Даю шоколадной глазури остыть до температуры 30 градусов. Когда глазурь остыла, достаю из холодильника печенье и окунаю его в глазурь. Укладываю на доску, застеленную пищевой пленкой. И пока глазурь не застыла, посыпаю печенье молотыми грецкими орехами. Орехов для украшения у меня 2 столовые ложки. Как я уже говорила, орехи могут быть любыми, по вашему вкусу. Чтобы шоколадная глазурь быстрее застыла, убираю печенье в холодильник на 15-20 минут. Часть печенья украшаю только шоколадной глазурью, без орехов. На оставшееся печенье наношу оставшуюся шоколадную глазурь при помощи ложки. При желании можно использовать кондитерский мешок. И тоже отправляю в холодильник. Вот такое вкусное и полезное печенье у меня получилось. Список продуктов, которые мне понадобились, чтобы приготовить морковное печенье с орехами, вы сейчас видите на экране. В моей семье очень любят различную домашнюю выпечку, тем более такую, которую нельзя купить в магазине. Мой сын не очень любит морковь, но любит орехи и шоколад, поэтому это печенье ест с удовольствием. Так что не любители моркови, но любители шоколада тоже будут есть его с удовольствием. Приготовьте печенье по этому рецепту, думаю, вам оно понравится. Как я уже говорила, у меня получилось 3 противня печенья. Покажу, какое оно внутри. Снаружи печенье суховато, а внутри в меру мягкое. Оно не сухое и не влажное. В общем, все в меру. Именно так, как я люблю. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира, добра и благополучия. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!